Добрый день, зрители канала DP Labs. Меня зовут Кирилл, и сегодня мы испытываем батареи. Пожуй, говна! Мы собрали систему для испытания наших батарей, чтобы мы могли снять данные, понять их емкость, понять их физические свойства, эксплуатационные характеристики. Это, по сути, спираль, которая расположена в водяном резервуаре. Здесь осуществляется проток воды. Заходит вода со скважины и уходит опять в канализацию. При подключении напряжения происходит нагрев воды, соответственно, нагружается батарея. И таким образом мы понимаем, сколько она может отдать ампер, до скольки градусов разогревается сама батарея, насколько она расширяется и прочие необходимые нам параметры. Это токовые клещи на 600 ампер постоянного тока, тепловизор. Это нам необходимо для понимания протекающих здесь токов, понимание, какая температура на батарее, входящей жидкости, выходящей в самом резервуаре. И, соответственно, самый главный параметр – это до скольки разогреется батарея при продолжительной нагрузке, так как это важно в эксплуатационных характеристиках. Теперь мы включаем батарею. Пошла нагрузка, сработал контактор. На данный момент у нас 358 ампер. Батарея просаживается, но это нормально. Температура на входе порядка 13 градусов. Температура на выходе начинает нагреваться, еще пока пошла расти. 18-20, вот в верхнем углу можете наблюдать температуру на выходе. Контактор греется, ток большой проходит. Провода 50 квадратов меди тоже, как видите, нагреваются довольно-таки быстро и ощутимо. Ток продолжает оставаться 350 ампер. Вот. Испытания прошли успешно, резистору хана. Итак, сегодня мы не завершили испытания, так как резистор у нас тоже был сегодня подопытным, и подопытный вышел из чата гораздо раньше, чем мы закончили испытание. Значит, мы починим резистор, это нормально, это вполне мы ожидали такой реакции. Большая батарея, 3П, соответственно, ничего удивительного. Мы починим, доработаем его, сможем продолжить испытание. Основной для нас батарейка 2П, она в квадроцикл становится. И 3П, соответственно, на максимальную нагрузку. Для того мы ее и подключили, дать максимальную нагрузку на резистор. Так как резистор не выдержал, значит, работаем с ним. Когда слабое звено мы устраним, сможем снять уже показания нагрева батареи, снять остальные батарейки наши и выдать вам эти данные в продолжении выпуска. Итак, мы продолжаем испытание батареи, испытание резистора. В начале ролика он у нас сломался, произошло замыкание двух спиралей, и они отгорели. А теперь спирали исправлены, перемотаны, стоят ограничители, все четко. Теперь у нас резистор исправлен, полностью готов к испытаниям. Далее мы переходим к испытаниям батареи, так как с ним уже все понятно. Сейчас даем нагрузку, и у нас пошел нагрев. Соответственно, мы будем следить за показателями на приборах. Дальше мы просто ждем, смотрим, как нагревается батарея, как ведут себя провода, как греется вода, и прочие залипательные вещи. Стоим и наблюдаем. Первое слабое звено обнаружено. У нас провода 50 квадратов меди в местах обжимки начинают греться. Температура высокая, уже за 100 градусов уходит.
Прошло 20 минут, напряжение у нас сейчас 83 вольта, 306 ампер нагрузки. Провода нагрелись, но они тут не по сечению стоят, будут потом заменены в будущем. Батарея 38 градусов, что абсолютно не критично для этих ячеек. 36 на наружных ячейках. То есть это вполне нормальная рабочая температура. Кусочки скотча здесь вы видите для того, чтобы тепловизор мог измерять температуру. На отражающих поверхностях он не меряет. Поэтому наклеен скотч. 38, 37. Ну, в средней части батареи самая теплоемкая 38 градусов. Все, и провода нагрелись, но это нормально. Далее мы отключаем нагрузку. Теперь переключаем нагрузочные провода на наш преобразователь с высоковольтного напряжения на 12 вольт и проведем испытание с ним. Ты снял или нет, а? Обестачивать надо. Крутил? Питание открыто. О, он даже отгорел. Ух ты, он взорвался, смотри, вот он. Они все, еще бы чуть-чуть, они все. Ну все, значит, так это испытание. Итак, испытания, как видите, прошли успешно. У нас взорвались кондеры на нашем преобразователе. 50 ампер ток, длительный, там порядка 15 минут он работал, и потом произошла реакция, последствия которой вы видели на предыдущих кадрах. Это нормальная история, значит, все мы сделали правильно, нагрузили, поняли его пределы, теперь знаем, как его исправить. И, соответственно, в дальнейшем исправим, и такая проблема не будет преследовать наших уже покупателей. И когда исправим, мы еще проведем испытания, обязательно. Батарея дымилась не страшно, это дым не из батареи шел, просто преобразователь установлен внутри батареи, соответственно, когда бахнули кондеры, пошел дым. То есть ничего такого опасного не произошло, но, опять же, определенный опыт мы поняли уже, и, скорее всего, в дальнейшем вынесем за пределы корпуса батареи электронные части просто для удобства отсоединения, чтобы не приходилось, как сейчас, выкручивать большое количество болтов. Все нормально, ситуация понятная. Убираем последствия и готовимся к продолжению испытаний. Чтобы не пропустить это, оставайтесь с каналом DP Labs, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и ожидайте новых выпусков. До скорых встреч!